Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, ваше внимание, за ваши лайки, подписки и комментарии. Спасибо вам. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи. Там собраны ролики, которые сделают вас неуязвимыми для манипуляторов и хейтеров. Надеюсь, это все будет вам полезно. Итак, тема сегодняшнего расклада – серый кардинал твоих неудач. Кто дружит против тебя с твоими врагами за твоей спиной? Ты думаешь, что планы разрушаются сами собой? Нет, у твоего хаоса есть автор. Я сегодня вытяну карту твоего адвоката дьявола и карту того союза, который он заключил с твоими врагами. Посмотрим, чье рукопожатие за твоей спиной обходится тебе слишком дорого. Сегодня мы узнаем личность этого так называемого друга, да? Может быть, это коллега, знакомый человек с доступом к твоей личной информации. Его роль, как он строит твою жизнь. Наверное, посмотрим канал утечки, да, через что уходит эта информация. Разговоры, переписки, случайные оговорки, социальные связи, что покажут. И как это все влияет на тебя. Срывы планов, повторяющиеся удары по слабым местам, ощущения меня считывают, меня читают. Сегодня все это увидим, узнаем. Итак, первая у нас личность посредника. Кто это? Друг, коллега, знакомый с доступом к твоей личной информации. Кто этот человек? Кто этот серый кардинал? Кто этот человек? Давайте посмотрим, это мужчина или женщина. Это же надо, он у меня 2 раза уже мелькал. Король кубков. Интересно. Мужчина. Мужчина, который может быть чувственным, внимательным, нежным, заботливым. Мужчина, который легко довольно-таки считывает женские эмоции, может подстраиваться. Хороший, под женщину, да, под ее запросы, если ему это нужно. Психолог хороший. Так, что ж мне прям интересно. Это твой друг? Это друг? Такой друг, что таких друзей лучше не иметь. Маг. Коллега по работе. Капец, может и коллега по работе, император быть. Может быть начальник ваш даже, император. Но в любом случае мужчина, у которого власть в руках. И он вроде бы как бы друг вам по магу. Но такой мужчина, который в моменте, если ему нужно, он дружит с вами. Если ему какой-то союз покажется более выгодным, да, и вас, если можно так сказать, придется принести как бы в жертву, да, то без зазрения совести принесет вас в жертву. Ваши взаимоотношения, я имею в виду. Какой-то такой, действительно серый кардинал. Маг может тут свои какие-то махинации проворачивать, может вас, знаете, как в темную использовать в качестве, как своего рода, даже, как в темную. Вот в какую-то игру он как будто вас вовлекает, вы думаете, в этом есть какая-то выгода, да? А это может быть кратковременная выгода с вашей стороны. Он может это так все преподнести. На самом деле он в долгую играет. На самом деле вы всего лишь винтиком будете в его какой-то игре, в которой он 100% выиграет. Вы можете в моменте выиграть, а потом в будущем там чуть ли не проиграть конкретно. Так, кто это вообще? Так, что? Скорее всего, человек, с которым у вас такие какие-то, знаете, двойственные отношения могут быть. Как бы внешне и то, что озвучено, да, вроде бы в воздухе, у вас нормальные, типа дружеские отношения, да, я же говорю, он дружит, типа, с своими врагами за твоей спиной.
Но на самом деле у вас тут интересная могла быть ситуация. Вы могли, ну я не говорю, что там вы сердце разбили этому мужчине, но тут какая-то такая вот подоплека может быть. Он как будто бы ожидал от вас немного другой реакции. Может быть, он ожидал, что вы с большим вниманием к нему отнесетесь. Где-то, может быть, как-то по-другому отреагируете. Даже, может быть, на его какие-то двойственные проявления. Причем он... вот вы его чем-то задели. Тут, скорее всего, вот эмоционально вы не оказали ему того внимания, да, может быть, не знаю, даже обожания какое-то, на которое он претендовал, на которое он рассчитывал. И он разочарован в этом. И тут своего рода это как месть, не месть. Ну, человек затаил эту боль какую-то и обиду. Но внешне он это никак вообще не проявляет. По 9 пентаклей он тут показывает, у него успешный успех, у него все замечательно. Тут он действительно может много действительно и зарабатывать, но при этом он не забывает тратить какую-то энную сумму на... Ну, это не понты, это как вот часть... как сказать, его экипировки, да, если можно сказать так. Ну, повторюсь, на какие-то атрибуты роскошной жизни. И причем он это делает отчасти, чтобы себя порадовать, но и в какой-то степени он показывает свою статусность, свою ресурсность, свое умение зарабатывать деньги. И тут вот сочетание этих карт еще мне говорит о том, что отчасти он хотел бы, чтобы и вы видели, насколько у него все идет хорошо в плане денежном, да, финансов. Может быть, даже вот с этой стороны карта император, чтобы лишний раз вам показать, а у меня все прекрасно, у меня все хорошо. Это ты скорее пожалеешь, если ты там не дала мне какой-то там... Тут даже не то, что там, может, он вам что-то не предлагал конкретное, но оно как-то в воздухе как будто бы висело. Вот такое вот, если бы вы сделали шаг навстречу ему, или как-то ответили, может быть, там, он полушутливо как-то с вами мог как-то так общаться. Если бы вы поддержали этот разговор, это, может быть, больше ему польстило и, может быть, привело к какому-то флирту более ярко выраженному. Совсем не обязательно, что дальше-то к чему-то серьезному, ну, нет, совсем нет, ну, перешло во что-то. Но тут, скорее всего, он просто с вашей стороны считал как незаинтересованность в нем как в мужчине. И это его, ну, где-то даже оскорбило, я вам хочу сказать. Совсем не обязательно, что он тут к вам там прям такие нежные чувства испытывал. Тут, скорее всего, знаете, как уязвленное самолюбие гордыню задело. Что-то тут такое. Он посчитал бы, как будто бы чуть ли не пренебрегли его вниманием. Как-то так, вот это его задело. Такой вот мужчина. У многих это получится друг, да, у кого-то это коллега. Причем коллега по работе, который, ну, статусный и, может быть, действительно там начальник какой-то, нести ответственность за какую-то империю. Как-то так. Внешние атрибуты вот этой вот статусности, успешного успеха для него очень важны. И то есть для него, ну, ему важно там постоянно там демонстрировать там наличие, уже не знаю, каких-то там, может быть, у кого-то это новый автомобиль такой какой-то там супер дорогущий, у кого-то это там мега-мега какой-то эксклюзивный отдых какой-то, уже не знаю, сафари на каких-то львов там, ну я утрирую, но вы поняли, может быть, полет на Марс. Ой, что-то такое, которое вроде бы обычным смертным не могут они себе такое позволить. Тут как будто бы чуть ли не его умение с нужными людьми находить общий язык. Вот даже вот, чуть ли не он себя как причисляет к какой-то типа а-ля элите. Ну, вот тут такое вот прям. Мне мужчина такой какой-то странный вышел. Очень похоже на какого-то действительно мужчину очень амбициозного, типа а-ля начальника, а-ля человека, рвущегося к власти. Вот тут вот для этого человека это важно. При этом я не могу сказать, что тут прям конченый какой-то идиот, самодур. Нет, он не такой. Ну, для него очень важно скорее управлять людьми, нежели самому подчиняться. Вот такой вот. Он неведомый. Он предпочитает
властвовать, раздавать какие-то указания. Такой вот мне человек, вот этот серый кардинал твоих неудач. Он дружит против тебя с твоими врагами за твоей спиной. То есть, как бы особо он-то и не враг ваш. А может быть, даже если вы там как-то в открытую заговорите с этим человеком, он может сказать: да чур тебя, ты слишком много себе там в голову свою взяла, и все про тебя думают, и о тебе, и я в том числе. Нет, но чем-то вы его задели, поэтому этот человек в открытую вряд ли он будет прям против вас выступать, потому что, ну, вроде бы, о чем ему выступать. Но с с друзьями он может о тебе говорить хорошие вещи, но с твоими врагами он может делать конкретные шаги, дабы может испортить тебе жизнь. У меня вот такой мужчина какой-то вышел. Так, тут... И тут опять какая-то ситуация, если это касается ваших отношений, могло быть все ровно-ровно, но потом в один момент, вроде бы, знаете, там, где он то ли вам как приоткрылся с какой-то стороны, то ли захотел сближения с вами. И тут я не буду ничего тут говорить про какие-то сексуальные влечения, я не буду говорить тут про какую-то любовь искреннюю. Но тут почему-то ему показалось, что он может с вами быть более открытым, сблизиться с вами. А вы вполне возможно как-то так отреагировали, ну, то ли не захотели с ним сближаться, то ли не захотели, да, чтобы это вообще перерастало во что-то другое, виное. У кого-то тут мужчина, этот, кстати, мог еще к вам проявляться с помощью каких-то маленьких подарочков, знаков внимания. Но оно тоже так погранично было. Тут вряд ли это было, как вот влюбленный мужчина вам прям вас чем-то одаривает. Нет, это скорее какие-то такие... знаете, маленькие то ли презенты, то ли как будто внимание такое, как у кого-то это как коллеге, как к другу. И вы вроде смотрите, вроде бы в открытую не проявляется как мужчина. Ну, вас могло во взаимоотношениях с этим мужчиной, вас могло многое озадачивать. Угу. Тут белое-черное, дуальность. Он может быть разным абсолютно, повторюсь. И, скорее всего, для него вот это вот общение с вами по Луне, он подзавис. Вы его так озадачили как-то, подзавис он на вас. И это для него как гром среди ясного неба был. Он не ожидал. Ну, может быть, какие-то привык он к общению, к определенным реакциям со стороны женщины. А тут вы что-то как-то так себя повели нестандартно. Ну, и для него где-то идея фикс была. Может быть, с вами переход на новый уровень, как-то все-таки пробиться к вам, как-то для себя определиться, увидеть вашу реакцию на него какую-то. Но это показано это на уровне, тут карта феечка и вампир. Это не очень реально, это сближение, оно и по идее в перспективе ни к чему хорошему, наверное, бы не привело ни для него, ни для вас. Скорее он хотел тут самоутвердиться больше. Потребитель, взять вот это какое-то, не знаю, восхищение, обожание, самоутвердиться, может быть. Вот что-то тут такое вот. Но эта история, она какая-то такая, как, ну, знаете, в реальной жизни применение этому всему, ну, вряд ли бы нашлось. То есть продолжение этой истории вряд ли бы последовало. Элементарно, я вам хочу сказать, допустим, или вы там своей жизнью живете семейной, у вас такой какой-то свой идеал мужчины есть, и вы вообще в сторону, допустим, таких мужчин не смотрите. Или вы не видели в нем мужчины. А тут вот как будто вас свела судьба, вот так столкнула, и что получилось, то получилось. Ну, не знаю, мне так. Даже отчасти как будто вы из разных миров. Может быть, он на такой типаж, как вы, не обращал внимания до этого. И вы особо, может быть, на таких мужчин даже и не обращали, не сталкивались. А тут вот что-то как вас столкнуло. Для какого-то, похоже, урока. Для вас урока, ну, для него, наверное, урок какой-то. И тут он что-то как-то, он тут так себя повел. Для себя вроде бы и стандартно сразу, да, нормально. Но вы не вложились не знаю, в его ожидания какие-то, не оправдали его ожиданий, какой-то реакции он ожидал, повторюсь еще раз. Что-то как-то пошло не так, как он планировал. Не мог даже он это предугадать. Просто элементарно как задели, мне кажется. Задели вот его самолюбие, вот гордыню даже какую-то его. Тут что-то все вместе.
Такую мне историю подсветили. Подпишись на канал и поставь лайк. Давайте посмотрим теперь его роль в вашей жизни. Ну, отчасти уже я это все увидела, вам озвучила, как он встроен в вашу жизнь. Это доверенное лицо, свой человек, советчик. Уж не знаю, как больше он. Ну, сейчас показано, он просто приглядывает. Баланс держит. Павлин, одиночка. Скорее всего, он даже вас к себе сейчас не подпускает. Хотя наблюдает. Вы для него привлекательны, харизматичны. Очень интересная женщина, муза. Но при этом карта токсичности рядом. Нежность. Ух ты, это о чем? Вообще не могу понять. Это что? Это у вас такие к нему сейчас эмоции? Странно все это. Это ваши эмоции? Ваши. Блин, такие странные какие-то карты. В общем, его роль. Давайте так. Двойственное тут. У вас о нем мнение. С одной стороны, вы можете его считать самовлюбленным павлином, действительно, мужчиной, которому вы не дали никаких шансов, но вы старались от него держаться подальше, потому как вы, наверное, понимали, где-то как будто вы из разных миров, у вас, правда, у каждого свое мировоззрение, и у каждого, может быть, уже сложившийся какой-то стиль, ритм жизни, да, окружение свое. Как-то так. С другой стороны, вы для него привлекательная, конечно, женщина, но при этом он может от вас, вот как будто, как, знаете, вот на вытянутую ручку, одиночество, так вот подальше, подальше. И уж тем более, если вы не поете ему дифирамбы, не оказываете тут какого-то, не знаю, не оказываете никакого внимания ему, и не показываете там ни влюбленности, не знаю, не идете ни на какое сближение сами, то он тут как в отместку даже может такую дистанцию держать. Холод какой-то. Такие какие-то пограничные отношения. А еще мне тут так интересно, вы могли насчет этого мужчины вообще сразу не задумываться, а потом как будто бы вас могло тоже кого-то, девочки, тут как шандарахнуть, знаете, как будто бы ни о чем не подозревала и не думала об этом мужчине. А потом то ли в силу того, что, может быть, у вас в личной жизни тут какие-то изменения произошли, то ли в личной жизни, может быть, полоса какая-то такая. Тут показано, вы могли на время даже об этом мужчине подумать, что, а он, в принципе, такой мужчина интересный, как вариант, может быть, с ним возможно построение отношений. Тут вы даже могли об этом подумывать. Но тут опять-таки трио. Вы можете не свободны быть, он не свободен. Еще карта мне говорит о том, что вы боролись с этими какими-то мыслями, с этими эмоциями. С одной стороны, вы понимали, нафиг надо. С другой стороны, оно как будто это токсичное уже какое-то влечение включилось. И тут, скорее всего, как у него, уж не знаю, какие-то такие эмоции, знаете, повторюсь, задели его самолюбие. И у вас тут уже такое вот, как будто бы эмоции включились. Вы не совсем понимали, чего он от вас хочет. Вы реально видели заинтересованность, но при этом как будто бы мужчина сам себя в руках держит и так отодвигается от вас. Вот тут что-то все вместе мне. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Вот такое все. Все-таки мне не до конца понятно, почему он дружит против тебя, с твоими врагами за твоей спиной. Почему основное? Почему? Одни и те же карты вот выходят постоянно. Ну, знаете почему?
Основное, я уже это озвучила, он тут себя чувствовал павлином, красавчиком, который тут производит, до сих пор, может быть, производил неизгладимое впечатление на очень многих женщин. Тут мужчина очень опытный. Но, так интересно, как будто бы где-то он видел вас, женщина, которая вот тут яркая, харизматичная, вроде бы вот такая, знаете, раздай беда, но в том плане энергию свою, внимание, поддержку. Может быть, он видел, что на других это направлено, но это искренне вы такая. А когда он к вам начал проявляться, то вы ему как свинью подложили. И он тут изо всех сил старался и старается не дать понять, что ты его задела. Ну, типа, боже мой, да что тебе показалось, не сильно-то мне и хотелось. Ну, вот что ты из этой серии, девочки? Это вот его как-то... Вот это основное. Типа, ну, зеленое самолюбие, по-другому я не скажу. Причем самый интересный нюанс такой, что вот после общения с вами ему тут... Даже если в каком бы он тут цветнике не находился, тут женщины, окружение этих женщин, которые к нему стараются, может, даже сами проявляться. А ему уже скучно, неинтересно, он чувствует себя одиноким. Может быть, он ищет вот тех самых каких-то эмоций, которые, ну, с вами не сложились, не случилось. Так, теперь интересно, через что уходит информация, разговоры, переписки, случайные оговорки, социальные связи. Я даже не вижу, чтобы особо, честно говоря, у вас с ним было какая-то там, не знаю, как вам сказать, общение даже, да, интим какой-то был, даже не вижу такого. Через что уходит информация. Везде мне этот павлин выходит, павлин в клетке. Разговоры, переписки, случайные оговорки, социальные связи. Тут даже я вам хочу сказать, вряд ли это касается прямо разговора его с вами. У меня такое ощущение, будто этот мужчина может общаться с какими-то людьми, которые близки с вами, как-то с вами общаются, пересекаются. И это не ваши враги. Вот у него как будто бы есть доступ к этому общению. При этом потом, вот тут как хамелеон, он в воздухе может переобуваться и по дьяволу, тут может заводить разговоры с людьми, которые к вам расположены негативно, да, вот, то есть, ну, враги ваши, прям от враги такие вот в открытую, которые, вы знаете, вот, что они, мягко говоря, вас недолюбливают. И он, вот этот мужчина, может этой информацией делиться, которую получил типа от ваших друзей, вы можете ее как-то так вот трансформировать, перекручивать и делиться с вашими врагами. И как будто бы, может, эту информацию вбрасывает и смотрит, как вот реагируют, какие, может быть, даже тут сплетни новые рождаются. Вот какие-то, так ему интересно, даже вот эти, как это, инсинуации, да? В общем, перекручивание этой информации отчасти от него идет, а ему интересно даже наблюдать, как дальше вот это все про вас, какая-то информация, которую он там как-то косвенно может сообщает, как она перерастает во что-то другое, перерождается, да. Такой странный мужчина, честно говоря. Ограничение, подчинение, это что? Крест. При этом у него есть четкое понимание того, что с вами уже нормальных в плане того, может быть, о которых бы он мечтал, да, идеально, которые бы он видел отношения, ну, будь то дружеские, будь то какие-то любовная связь там или еще что-нибудь, уже невозможно. Карта крест, уже как случилось что-то, знаете, как будто назад уже не отмотаешь. Поэтому, ну, хоть каким-то таким способом он пытается, не знаю, вас, свою картину мира
может быть, вписать, да. Ну вот опять мне карты, говорящие о том, что какие-то как будто бы, извините, какие-то шансы, которые были у вас, были даны вам, ну, они упущены, разрушены уже. То есть он прекрасно понимает, что уже вряд ли у вас тут светлое будущее с вами возможно. Так, как-то мне... То есть информация тут больше получается через ваших близких людей, ну, по крайней мере, людей, которые к вам дружественно относятся. То есть, там, не знаю, какие-то разговоры о вас он получает через них. Или, в принципе, даже вы можете не знать, там, я не знаю, ваши, там, может, соседи ваши, в принципе, они кто-то не обязательно негативно относятся к вам. И тут он где-то пересекается случайно, да, и оказывается, там общие знакомые, он этих соседей в глаза раньше не видел, не знал, и вы не догадываетесь о том, что через этих соседей ваша информация о вас как-то может пройти. А информация разного рода, начиная от вашей внешности, от ваших, там, я не знаю чего, интимных каких-то, любовных историй, с кем вы проживаете, кто к вам приезжает, да, и, ну, вплоть до того, там, я не знаю, ваши приобретения какие-то, ну, девочки, ну, разговоры у всех разные, как будто бы ему интересно все у вас. Как-то так. Просто вы должны для себя понимать, что этот мужчина не строит никаких планов по поводу вашего тут счастливого будущего, так как он уже четко понимает, все уже случилось, сложилось, как сложилось, уже не вернешь, уже даже никак назад не переиграешь. Но при этом почему-то вот ему так интересно за вами наблюдать. В том числе интересно почему, потому что он считывает, что вы от него точно закрываетесь, вы ничем как будто с ним делиться не будете, ни своей личной жизнью, ни своими какими-то тут мечтами. Как-то так, защищаетесь вообще, вы как будто бы защищаете свое, не знаю, пространство. Все вокруг себя вы защищаете. Не хотите вы выносить тут, не знаю, на это, как вам сказать, на общественное какое-то видение, обсуждение, свою жизнь. Так, как все это влияет на тебя? Срывы планов, повторяющиеся удары по слабым местам, ощущения меня читают. Как это влияет? Планы, волковичьей шкуре, интересно. Темперамент, заведующая. У кого-то сразу могу озвучить, после общения с этим мужчиной, знаете, когда вы были, может быть, озадачены вообще, что этот мужчина в моей жизни делает, почему я, может быть, как-то реагирую странно на его проявление, что он вообще от меня хочет, для чего он мне даден, для чего дадена эта гадина, да, ну извините, но он точно так же мог и про вас подумать. Тут вот кармические партнеры вполне возможно, люди, которые поменяли жизнь друг друга, и причем тот самый случай, когда хочется самому меняться, узнавать самого себя. У кого-то тут прям распаковка случилась, увлечение эзотерикой, психологией, обрушилась на вас информация какая-то, которую раньше, может быть, вы и не знали о том, что такая информация есть. То есть психология, эзотерика, это все сюда. Ладно, как все это влияет на вас? У кого-то тут планы, которые вы себе тут планируете, да, тут срывы планов могут быть в волковичьей шкуре. Опять-таки, можете вы даже не догадываться о том, что, знаете, как-то так вот, информация о вас, она вроде бы смотришь, вам улыбаются, да, в глаза, вроде бы нормально, дружелюбно люди настроены. Вы тут вот что-то какие-то планы строите, а при этом сталкиваетесь с тем, что люди свои какие-то
преследуют, ну, свои цели. Тут двойные стандарты. Тут ради какой-то поставленной цели, неважно, какими способами это все достигается. Вижу цель, не вижу препятствий. И вполне возможно, вы даже смотрите на это все и думаете, бог ты мой, да как я могу с такими людьми иметь дело? И почему тут у меня что-то, вот я себе напридумала, оно разрушается. А тут вот это вот все, как может влиять на вас, это может быть за вашей спиной просто идет какое-то там обсуждение вас в плане вашей где-то у кого-то, знаете, эмоциональной стабильности, да, хотела сказать как-то так помягче. Где-то, может быть, ставится под сомнение ваша профессиональная деятельность. Тут тоже такое. То есть вам могут обещать многое, а потом вы сталкиваетесь с тем, что оказывается там какие-то ваши потенциальные типа а-ля работодатели или, скажем так, коллеги ваши могут какую-то информацию о вас получать, она искаженная. Там может быть крупица правды, а остальное все так все завуалировано и с негативным окрасом. И когда начинаешь докапываться до сути, получается, что такой какой-то бред, вымысел. То есть даже ваши какие-то поступки, действительно вы их совершали, но это все может быть настолько подтекст этих поступков перекручен. И выводы, соответственно, делаются вот и у людей. Как будто бы настраивание вот идет против вас. Вы знаете, какая вы. Но тут вы можете сталкиваться с таким мнением о вас, где вы думаете, блин, да откуда же они сделали такие выводы, с чего? Ну, из той серии, там, я уже не знаю, когда видят там девушку молоденькую, да, там, за рулем супер там крутой какой-то машины, и мысль у многих, да, вот это стандартная, ага, как она себе это заработала. А потом оказывается, что эта девочка, там, допустим, 14 лет, там, на 3 работах пахала, и просто никому до этого не было дела, да, не интересует никого, как это заработано на самом деле, пока вот не увидят ее в этом, не знаю, какой-то там машине мечты. Вот тут из этой серии что-то такое, какие-то могут быть умозаключения. Ощущение тут не то, что вас читают, тут наоборот, вас неправильно читают. У людей как сознательно завязывают им глаза для того, чтобы они не увидели вас настоящую. Тут как будто бы многие могут сталкиваться с тем, что заранее как будто бы настроены против вас. Даже вот вы общаетесь, какая-то как агрессивность, как будто бы люди присматриваются к вам. У кого-то это обычная, да, ситуация. Но, как правило, я смотрю по этим картам, потом со временем меняется о вас мнение. Когда люди уже вас начинают узнавать лучше и оценивать вас по вашим же поступкам, по вашим проявлениям, о вас меняется мнение. Ну, мне так показано. Как будто бы, как правило, по-другому вообще у людей складывается, я смотрю. Обычно люди там улыбаются, там хорошо принимают, там, а потом, если человек как-то гадко себя ведет, меняется мнение о нем. А у вас тут совершенно наоборот. Тут, наоборот, вас так как-то принимают настороженно, да, как-то так. Может быть, даже в штыки, может быть, а вытянутую ручку. Так очень как-то жестенько, если можно так сказать. Вряд ли очень радушно. Но этому может быть множество причин. Но это одна из причин. Тут какие-то вот за вашей спиной могут идти вот такие разговоры о вас. Ну а потом, я смотрю, со временем это все меняется в лучшую сторону. Как будто бы вам приходится уже этот авторитет ваш подтверждать своими действиями, действительно. Не просто словами, а вашими поступками, действиями. И действительно, люди вас, когда узнают лучше, то тут классные отношения уже. Вот как-то так. Такую интересную сегодня подсветили ситуацию. Не знаю, кому-то это проиграется. Может быть, это из далекого прошлого какие-то отголосочки еще, знаете. Кто-то а-ля ваш типа друг, мужчина.
а-ля какой-то коллега-начальник, ну что-то тут вы могли, опять-таки, неосознанно, может быть, вы даже могли дать ему отворот-поворот или в принципе не дать какой-то восторженной реакции, как будто бы его задели. И ощущение утечки контроля часто возникает там, где нарушены границы доверия и нет четкого разделения личного и общего. И в таких условиях информация, она действительно может становиться инструментом влияния. Тут без прямого умысла злого или с умыслом, тут с умыслом даже. Вам важно различать реальные действия и интерпретации тревоги. Не каждый человек вокруг, он автоматически становится источником предательства. Ну, чем яснее ты понимаешь, кому, в каком объеме ты доверяешь, да, тем меньше пространства остается для искажения и манипуляций. И в итоге защита – это не поиск этого серого кардинала, а выстраивание вот структуры жесткой, в которой твоя информация перестает быть уязвимостью. Тут в вашем случае скорее тут искажение какой-то информации, перекручивание информации по поводу вас, какие-то интерпретации, да, попытки где-то вас, не то что там очернить, а даже вот поставить знак вопроса, а на самом деле вы такая или нет. Какой-то злой умысел увидеть в ваших каких-то там поступках, хотя вы, может быть, вкладываете совершенно там другое значение. Ну, во всем в этом я вижу одно. Поменьше на это все нужно обращать внимание, да. Самое главное быть искренней самой собой, да, не предавать саму себя. Все, мои хорошие, спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.